Всем привет! Сегодня мы с вами будем учиться делать локоны с помощью браша. Ни утюги, ни плойки нам не понадобится для этого. Вы подсушиваете волосы процентов на 20-30 влажности. Вот посмотрите, как я делаю. Вы сначала подсушили по длине, а затем вы просушиваете хорошо корень. Вы приподнимаете руками, то есть создаете естественный объем для того, чтобы вам меньше возиться. После этого мы с вами делим волосы на блоки. Я вам рекомендую использовать и даже при стрижках вот такие можно блоки, но я использую вот такие блоки только при укладке. Это очень удобно, потому что мне не надо выключать, класть фен для того, чтобы переколоть волосы, для того, чтобы перейти к следующему блоку для укладки. Вот обратите внимание, как я это делаю. Вот я вам поближе повернула. Мы с вами скручиваем волосы в жгутик. И если вам интересно как, я тут вот сейчас замедлю на каком-то этапе и покажу вам более подробно, как я кручу этот жгутик, потому что это в несколько раз быстрее убыстряет ваш способ скрутки волоса. Мы с вами делаем пополам прядь. И вот смотрите, как я кладу пальчик. И на пальчик я накручиваю вот этот жгутик. То есть мне не надо крутить всю длину. То есть я сразу же делю прядь пополам и кручу вот сразу жгутик такой из двух половинок. Это гораздо быстрее и удобнее. Так что вот попробуйте и используйте. Значит, я вам уже сказала, значит, волосы мы сначала по длине высушили, потом с легонца мы приподняли руками объем. Потом закололи, и теперь мы с вами будем, вот видите, у нас практически вечерняя прическа получилась. И теперь нам надо будет с вами перейти к укладке с помощью расчески. Я сушила на теплом воздухе, показываю вам, что у нас существует на фене, на наших профессиональных фенах, кнопка, которая переключает воздух горячий и теплый. На теплом воздухе мы с вами сушили. Но вот сейчас я вам показываю, что нам обязательно в этой технике укладки локонов обязательно требуется постоянное движение расчески. Расческа на месте не стоит, расческа всегда прокручивается. Она должна выпрямить чешуйки. Я вам показала, что если мы будем с вами сушить на теплом воздухе, то вытягивать волосы, так как нам надо разгладить чешуйки и сделать более прямой волос, это будет очень долго, нереально долго. Поэтому, когда вы вытягиваете волос с помощью браша, вы должны делать это на горячем воздухе. И не забывайте, пожалуйста, что все равно расческа у вас всегда в движении, вы всегда ее прокручиваете. Видите, она не останавливается. Если у вас волос разной длины, вы помогаете, как я помогаю, мизинцем, то есть придерживаете волосы. Вы просушиваете и прогреваете прядь очень хорошо. Сначала мы с вами отглаживаем прядь и высушиваем ее уже на 100%. Затем накручиваем. Когда у вас браш, вы на браш накрутили волосы, прогрели хорошо, дайте остыть. Если вы обратили внимание, я использую две стороны фена. Вы можете использовать кнопку, есть кнопка холодного воздуха, но для меня это долго получается, мне проще перевернуть фен. Вот еще раз смотрите, я вам показываю тут внимательно. Мы с вами прогреваем с двух сторон, охлаждаем, прогреваем, охлаждаем. Но это мы делаем только тогда, когда вы уверены на 100%, что прядь у вас уже сухая. Соответственно, локон, когда мы с вами делаем, мы смотрим направление локона. Видите, я вам показываю, что левый у меня пошел налево, правый у меня пошел направо. Вы как хотите, вы можете делать в другую сторону. Но я вам рекомендую, главное, чередовать локоны. Один налево, другой направо. И это не вот тебе в ряду, а получается нижний ряд, когда вы делаете верхний ряд, вы смотрите, какой локон вы накладываете сверху. То есть у вас должен быть в нижнем ряду локон смотреть в одну сторону, в верхнем ряду верхний локон должен смотреть в другую сторону. Всегда начинайте с центра для того, чтобы у вас было равномерное распределение локонов. Как мы с вами определяем, какой толщины нам отделить блок? У нас есть, соответственно, расческа, да, браш наш. Она имеет диаметр. Так вот, мы с вами должны обязательно брать прядь
не толще диаметра нашего браша, потому что вам будет сложно тогда просушить. Ну, не шире, конечно же, тоже, потому что она просто будет, прядь это будет сползать с расчески, и вы не сможете хорошо положить и накрутить. Мы когда с вами постоянно прокручиваем, да, вот это вот движение прокручивания расчески по всей длине, оно именно разглаживает чешуйки и вытягивает волосы. И помимо этого, что еще мы делаем? Если вы с одного раза просто сделаете, причешете, сразу накрутите, вы запутаете волосы здорово. Для чего мы с вами разглаживаем волос и все время прокручиваем? У нас у браша есть щетинка. У нас с вами волосы должны попасть и лечь в паз. То есть они должны гладко лечь, не спутанные они должны быть. Как только у вас волосы будут запутанные, вы запутаете волосы на расческу, когда мы с вами накручиваем. Вот смотрите, я накрутила, прогрела, охладила. Еще раз, да, если я сомневаюсь, что я прядь высушила, я обязательно это делаю еще. И когда вы отглаживаете прядь, у вас на щетинке волос ложится равномерно, то есть вы положили в пазы. Вот обратите внимание, нижняя прядь у меня была накручена налево, правую я положила направо. Соответственно, у меня, значит, центральная смотрит налево, и крайнюю, которую я делаю, она будет смотреть направо. Сейчас вот посмотрите, как я это делаю. Обязательно хорошо прогревайте прядь. И чтобы локон у вас был более упругий, а не повис, вы должны эту прядь охладить. Вы помните принцип работы термобрашинга, они же называются термобрашинги. У брашинга есть металлическая основа, на которую прикреплены щетинки. Так вот, этот браш, он является как принцип бигуди, как принцип плойки. Да? Мы с вами с помощью фена нагреваем металлическую основу, которая потом дает нам возможность сделать локон, то есть завить кудряшку. И, значит, следующий момент. Мы с вами, когда делим блоки, верхняя часть, то есть верхний рабочий пробор у нас, не нижний рабочий пробор, а верхний вот этого конкретного блока, значит, мы прядь с вами, когда высушиваем, мы должны всегда прядь поднимать выше нашего верхнего рабочего пробора. Всегда. Это основное наше условие для того, чтобы еще плюс помимо локона нам создать объем. А объем нам, конечно же, женщинам необходим. И когда у вас попадаются вот такие вот кудрявые волосы, как у меня, ну, на самом деле можно укладывать и прямые, но конкретно я вам здесь показываю кудрявые волосы. Может быть, кому-то я сделаю вам на прямые, вы увидите, что можно локоны сделать с помощью браша и на прямые волосы. Всегда есть вот у такой структуры волос подшерсток. Вы это тоже учитываете, поэтому будьте очень аккуратны, обязательно отглаживайте хорошо прядь, для того, чтобы у вас короткие волосы и не запутались, потому что они не отглажены. Всегда, пожалуйста, доделывайте хорошо. И от корня начинайте отглаживать именно от корня. Вот обратите внимание, я отглаживаю близко, подхожу к корню. Но, опять же, смотрите, когда у нас с вами горячий воздух, вы должны скользить, да, вы не должны попасть на кожу, вы должны попадать исключительно на браш и на волосы. Не направляйте фен на кожу головы, вы просто сделаете ожог, потому что у меня горячий воздух. Я работаю на горячем воздухе, мне надо накрутить локон. Теплый воздух не накрутит его. Очень хорошо охлаждайте. Вот видите, вы можете как бы естественным способом охлаждать, но нам надо убыстрить. Если будем естественным способом охлаждать, это нереально будет долго. Вот посмотрите, какой у нас шикарный локон получается. Но здесь мне не очень понравилось, видите, я ее чуть-чуть переделаю. Смотрите, вот такой вот вариант получается, если прядь недосушена. Поэтому никаких проблем, вы, естественно, берете и переделываете эту прядь, досушиваете уже до конца, и у вас будет шикарный упругий локон. Когда вы делаете укладку,
локонов, вы опять же можете спросить у своей клиентки, хочет ли она укладочные средства добавить, либо нет. Не все любят. Вы можете добавить немножко средства для выпрямления локонов. У вас будет просто меньше пушистости. Это облегчит вам выпрямление, вытягивание волоса, но никоим образом вам не помешает это локон накрутить. Но всегда все-таки имейте меру, не надо через. Также вы можете использовать и пенки укладочные, и просто спреи. Смотрите, что вам больше как бы нравится. Вот я вам показываю, что я работаю с помощью пальцев. То есть пальцы это мое все, это мой дополнительный инструмент. Я перехватываю прядь. Я не на фен ее кладу, как многие, я перехватываю ее мизинцем. Вот обратите внимание еще и делаете локон. То есть мы с вами его выкручиваем, в какую сторону нам требуется. Либо налево, либо направо. Ну, дальше, видите, я не останавливаюсь, для чего я разделила сразу на блоки, видите, как мне удобно. Теперь мы с вами подходим уже к нашей топ-зоне, и здесь, соответственно, нам требуется больший объем, чем на нижнезатылочной и средней затылочной зоне. Поэтому мы с вами сначала приподнимаем, прикорневой делаем объем с помощью нашей скелетной расчески. Это вы уже 100% знаете, как и что, поэтому здесь я, наверное, не буду останавливаться на этом более подробно. Но главное, вы должны помнить, что мы с вами не делаем заломов. Никогда не делаем заломов с помощью скелетной расчески, потому что потом этот залом очень сложно разгладить. И все так же мы с вами продолжаем. Хотела вам сказать, я поставила внизу в описании под видео свой телеграм-канал и свой ВКонтакте. Пожалуйста, переходите туда, подписывайтесь. Я пытаюсь там выставлять прямые эфиры, но, к сожалению, что-то у меня не очень получается. Почему-то у меня каждый раз они не сохраняются. Я буду стремиться улучшать свои познания. Если у вас есть какое-то желание мне помочь и посоветовать, то давайте, я всегда прислушаюсь к вам, потому что мне, конечно же, так как я работающий мастер, обучающий мастер, да, мне просто очень мало времени сидеть еще и разбираться в технических вопросах. Подсказать мне особенно некому. Так что вы мне пишите, можете позвонить, научить меня всему, можете рекомендовать, может быть, какой-то канал, на котором мы с вами можем проводить прямые трансляции, где мы не будем запариваться с этим. Но вот пока с Телеграмом что-то у меня как-то не особо я дружу, и у меня все время он не сохраняет прямые эфиры. Но все равно подписывайтесь, переходите, давайте мне вашу консультацию, я буду очень вам благодарна. Что еще? Я, конечно же, провожу обучение, я не перестала этого делать. Да, мы с вами можем и подтянуть какую-то просто проблему. Вы не умеете стричь какую-то стрижку или несколько каких-то стрижек. Вы не понимаете что-то из красителей. Например, не умеете красить спецблондом, не понимаете, что такое фон осветления. В общем, короче, это не проблема. Вы не умеете смешивать краски между собой, чтобы рассчитать, что получится. Даже вы можете просто, если хотите, мы можем порешать с вами задачи колористические. Кстати, мы можем записать с вами или видео, или выйти в прямой эфир на колористические задачи для того, чтобы вы как бы могли уметь сейчас в наше трудное время получить цвет тот, который вам нужен. Для этого вы должны четко понимать, что с чем надо смешать, учитывая и сам краситель, учитывая и фон осветления, который у нас с вами есть уже, например, на окрашенных волосах, и который у нас всегда присутствует в натуральных волосах. Поэтому все это мы с вами можем просчитать и рассчитать. Так, значит, дальше продолжаем мы укладку с вами. Ничего у нас не меняется. Видите, я создаю локоны. Вот мизинцем я придерживаю прядь, что если у вас там торчит хвостик, особенно вот это вот движение, когда мизинчиком придерживаете, вам будет требоваться на прямых волосах. Кудрявые волосы, они имеют свойство цепляться за расчесочку, потому что чешуйки у них в разные стороны все стоят, а прямые волосы, чешуйки более
плотно прилегают к самому к стержню, поэтому у нас с вами прямой волос тяжелее. Первое движение сделать тяжелее накрутить. Но на кудрявом попроще, поэтому помогайте себе пальчиками. Собираем, конечно же, все волосы, старайтесь не оставлять не накрученные, потому что, конечно же, укладка должна смотреться красиво. Вот видите, уже какие шикарные локоны у нас получаются. Я, не выключая фен, также перехожу к следующему блоку. Взяла опять скелетную расческу и создаю прикорневой объем. А вот обратите внимание, я вам только что показала, что тут уже у меня идет небольшой вихор. Поэтому для того, чтобы у вас смотрела укладка ровно, вниз, красиво, вы должны как бы под корень дуть против роста вихра. То есть он у вас ложится вихор в одну сторону, вы дуете в другую под корень. Вот смотрите, у меня был, значит, локон налево, значит, соответственно, я понимаю, что я должна верхний локон положить направо. И так как мы переходим уже с вами все-таки к топ-зоне, я все равно делаю прядь, натягиваю чуть выше верхнего пробора. Видите, здесь я пытаюсь пристроиться так, чтобы вам было видно. Так как я все время толкаю камеру в своих движениях, видите, не очень удобно. Но я надеюсь, здесь все понятно вам. Сняла прядь и накрутила направо. И сразу же от корня разложите вот так вот красиво, чтобы у вас не было заломов. Потому что мы с вами все-таки делаем локон по ширине нашего браша. И для того, чтобы у нас все плавно переходил локон в локон, вот так вот красиво сразу раскладываете. Опять же отглаживаем, накручиваем. Отгладили, положили в пазы, накрутили. И мы сначала с вами просушиваем хорошо. После этого, видите, со всех сторон просушиваем, нагреваем прядь, охлаждаем. Движение постоянное. Вот у меня локон был один направо, теперь у меня налево. К лицу вы смотрите сами. Здесь у меня волосы не очень длинные, и у нее очень такой сильный подшерсток у лица. Поэтому, конечно, назад волос, если я сделаю, он будет смотреться не очень хорошо. Кстати, здесь я вам показываю. Рост волос, видите, идет с вихром. То есть я сделала, как всегда, прядь, она легла, выкрутилась, вы видели. Поэтому вы должны сушить прядь натяжением против вихра. И видите, я создала таким образом объем, потому что если вы не будете учитывать вихры, то у вас плотно лягут локоны без объема. Поэтому всегда мы с вами смотрим, как ложатся волосы. Учитывайте, пожалуйста, это обязательно. Мизинцем помогайте, потому что мелкие волосы начинают выскакивать. Но чем тоньше вы возьмете и менее широкую прядь, тем у вас будет круче локон и, скажем так, наверное, больше их будет. Но такая более кудрявая у вас получится тогда укладка. Ну, это то же самое, как вы берете бигуди. Чем больше вы их сделали, тем больше у вас кудрей. Здесь такая же система. Чем больше мы с вами сделали прядей, тоньше они у нас, тем больше у нас локонов. Переходим дальше. Опять же, все у нас прикорневой объем. Здесь вы видите, можете подойти уже с той стороны, с которой вам надо. Как вам удобнее, ходите сзади, ходите спереди. Но вы должны, вы помните, работать, стараться так, чтобы не маячить все время перед лицом клиентки. Потому что не всем это нравится. Вы как бы себя поставьте на их место и сразу же как бы ответьте на свой вопрос. Нравится вам это или нет, когда перед вами трутся. Хорошо просушиваем. Самое главное условие – это очень хорошо просушить. Когда вы просушили, нагрели, только после этого охладили.
раскладываю прядь. Здесь, чтобы у нас не было пробора, я взяла широкую достаточно прядь. Я не говорю про толстую, я говорю про широкую. Я просто ее потом разделила на 2 локона. Это лучше делать так, потому что вы потом с пробором, если вы сделаете 2 захвата на вот макушечной зоне, вы потом не справитесь, они лягут некрасиво. Поэтому постарайтесь отцентровать и сделать общий объем. Вот обратите внимание, так как я уже знаю, что волос у меня здесь ложится с вихром, то есть выкручивается не в ту сторону, я держу по диагонали свой браш. Вот обратите внимание, видите? Я держала его по диагонали, то есть у меня была оттяжка к лицу, для того, чтобы создать прикорневой объем. Здесь также, вы помните, выкручивался локон, в другую сторону ложился, значит вихор. И я держу по диагонали, я не держу параллельно полу, я как бы к лицу оттягиваю свою прядь. Вот. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Видите, опять немножко не дотянула. Опять у меня получился вот этот вот изгиб, который опускает объем, то есть этот наш ненужный вихор. Вы не ленитесь, подходите снова и снова его поправьте. Ну, теперь уже у нас пошла топ-зона. Здесь вы уже хорошо приподнимаете от корня, высушиваете прядь. Помните, она у нас с вами влажная где-то процентов на 20-30. Желательно, конечно, просушивать еще. Почему? Потому что вы сделали уже локоны, да? И вы сейчас влажные бы волосы положили на свои уже сделанные локоны. Что бы произошло? Конечно бы они у вас опустились бы в объеме и немного бы стали менее упругими, то есть более прямыми. Вы, когда себе вот эту теменную зону уже, не себе, а клиенту теменную зону начинаете укладывать, вы смотрите, на какую сторону она носит. Вот смотрите, видите, какой у нее там вихор? То есть я стараюсь разложить так, чтобы у меня вихра не было, чтобы красиво была укладка. Поэтому вы сразу же направляете волосы на топ-зоне так, как они должны лежать потом в итоге у клиентки. Поэтому вы всегда как бы смотрите, как клиентка носит, когда к вам приходит. Ну или спросите, на какую сторону она носит. Потому что бывает так, что волосы ложатся, как вы видите, на одну сторону, а она носит совершенно на другую. Поэтому, конечно же, уточняйте, чтобы не было никакого казуса. Еще раз я напомню, у меня здесь вихор, поэтому обратите внимание, как я держу расческу. Я ее чуть-чуть держу по диагонали для того, чтобы мне создать гладкий плавный переход у лица на топ-зоне, чтобы у меня кудри переходили в локоны в локоны. Вот смотрите, она у меня носит с челкой. Видите, если вы вспомните, как я сушила скелетной расческой, вы видели, прям такой залом идет вот от пробора у нее, да, вы помните. И вот посмотрите, как я положила, то есть натягивая, именно натяжение, это самое главное в работе с брашем. И уже выкладываете, чтобы было все красиво. Мы с вами сушим. Здесь вы можете делать помельче пряди, но я не делаю помельче, потому что, опять же, помните, когда у нас пряди отдельно лежат, у нас получаются пробелы. А мне надо, чтобы все-таки все было плавно, красиво. Вы всегда можете причесать, разложить, сделать более мелкие локоны из вот этих крупных, которые мы сейчас с вами сделали. Дорабатываете все, смотрите, как она у вас выглядит. Значит, я сейчас возьму расческу, вы можете не причесывать. Я просто хочу вам показать о том, как выглядит, если мы с вами причешем. Вот. Видите, все равно будет красиво. Локон у нас упругий. Вот он. Поэтому он принимает обратно свою форму, если вам надо. И я вам покажу. Вот я накручиваю на пальчик. Если вы хотите, вы можете обратно его создать, если что-то не понравилось в расчесанном виде. Вы можете взять обычную расческу с крупными зубьями, просто причесать. Вот уже смотрите итог. Как всегда, спасибо вам за все, что вы для меня делаете, я делаю для вас. Я вас, конечно же, люблю. Пишите мне, звоните.
и жду вас на обучении. И переходите, пожалуйста, на другие каналы, потому что здесь не получается у меня прямого эфира, а мне хотелось бы общаться с вами живьем. Все, я прощаюсь, а вы досматривайте видео. Пока-пока. Забыла сказать, что клиентку я свою, конечно же, красила перед тем, как мы с вами все сделали, и стригла. Поэтому, если кому-то цвет понравился, спрашивайте.